Нельзя сказать, что абстрактные татуировки пользуются повсеместной популярностью, как и абстракционизм в целом. Такие тату скорее предназначены для определенного круга ценителей, чем для широкой публики. Для многих подобное направление искусства запоминается как беспорядочное мельтешение красок, но это лишь на первый взгляд. Мастерски выполненные тату в стиле абстракционизма несут в себе многое. К тому же это свежо и оригинально, а значит, отлично подойдет тем, кто хочет чего-то необычного и непривычного глазу. Так как абстрактные рисунки не содержат в себе никаких конкретных предметов и символик, то ставка здесь делается на общее настроение, на ту атмосферу, которую создает картина. Это могут быть угловатые фигуры, выполненные в сочных, насыщенных цветах, и тогда татуировка будет оставлять ощущение напористости, даже некоторой агрессивности. А если отдать предпочтение обтекаемым, плавным линиям и пастельным тонам, то тату выйдет нежным и женственным. Рисунок может состоять только из цветных пятен, а может складываться в узоры, геометрические фигуры. Конечно, это только общие примеры, ведь вариаций тут может быть бесконечное множество. Главное, что требуется от татуировки, выполненной в духе абстракционизма, это ее чувственность, способность передать настроение без слов, то есть без конкретных образов. Только цвет и линии. И будет лучше, если эскиз абстрактной тату будет делать тот, кто знаком с этим направлением искусства, чувствует и понимает его. Тогда можно быть уверенным, татуировка получится превосходной. Вначале разберемся, что представляет собой традиционная акварель как живописная техника. Для создания таких работ используют акварельные краски, которые, растворившись в воде, образуют прозрачную взвесь, позволяющую создавать тонкие переходы цвета, эффект воздушности и легкости. Акварель объединяет в себе живописные и графические признаки. Татуировка в стиле акварель практически полностью повторяет данную живописную технику. Художники, создающие и постоянно совершенствующие данный стиль, достигли в этом искусстве такого состояния рисунка на теле, что он практически неотличим от живописной акварели. При взгляде на такие работы возникает чувство, что изображение на теле создано с помощью обычных кисточек и красок. Татуировки мастера имеют разводы, характерные для водянистой акварели, отличаются удивительной игрой оттенков, тонкими цветовыми переходами, легкостью и воздушностью. Создатели уникального стиля считают, что с помощью одной и той же краски можно и просто стену закрасить, и сотворить живописное чудо-произведение. Так что создание тату не просто зарабатывание денег, но и возможность дарить радость людям, создавая красивый арт. Татуировкам в стиле акварель отдают предпочтение настоящие романтики, творческие личности, которые любят все необычное и оригинальное. Такое изображение на теле сравнимо разве что с картиной, несущей вполне понятный смысл и имеющей определенную концепцию. В тату такого вида нередко отсутствует традиционная черная окантовка. Это придает рисунку легкость, воздушность и колорит благодаря свободным мазкам, полутонам, свободно перетекающим друг в друга. Сейчас татуировки в стиле акварель являют собой целое направление с абстрактными и иллюстративными изображениями. Интересно, что данная техника нанесения рисунков не имеет определенного инструмента. Однако тату мастера имеющимися у них материалами создают поистине уникальные картины. Тату акварель ценна внешней привлекательностью, красотой воплощения и сложностью. А вот о символах здесь, как правило, не задумываются. Татуировки данного направления воспринимаются как искусство, призванное приносить эстетическое удовольствие и его обладателям, и окружающим людям. Сюжеты тату акварелей самые разные. Мифические существа, портреты, рисунки животных, бабочек, абстракции и так далее. Все зависит от фантазии клиента и мастера, делающего татуировку. Размеры изображений также зависят от выбора человека. Это может быть маленький рисунок или занимающий большие площади на теле. Татуировки в стиле акварель созданы для поэтичных и оригинальных натур, которые хотят подчеркнуть свою индивидуальность. В середине прошлого века в искусстве появился новый термин – арт-брют. Первым его употребил французский художник и коллекционер предметов искусства Жан Дюбюффе.
Именно этими словами он описал единый стиль его собрания художественных и скульптурных работ, необработанное или грубое искусство. Ведь главная общая черта, объединившая все элементы его коллекции, они были созданы непрофессиональными художниками. Особый шарм коллекции Дюбюффе добавляет и то, что все непризнанные мастера кисти и холста были признанными обществом маргиналами, инвалидами, сумасшедшими, социофобами, тюремными заключенными и прочими личностями, от которых общество всеми силами старается изолироваться. Но именно их социальное положение позволяет этим людям творить настоящее грубое искусство, смотреть на мир по-особенному живо, не заключая себя в рамки общественных стандартов. Стиль ар-брют свободен от каких-либо стандартов или веяний в культуре, он представляет собой естественный спонтанный порыв художника. Именно поэтому его часто называют необработанным искусством, потому он не проходит временной, культурной, модной обработки. Никаких стандартов красоты, художник в самом деле пишет картины, а скульптор ваяет так, как они видят этот мир. Именно по причинам, перечисленным выше, стиль ар-брют часто называют искусством аутсайдеров. Сегодня ар-брют прочно занял свою нишу среди многих стилей и направлений, которые существуют уже далеко не первое столетие. Но его относительная молодость и некоторая наивность не помешала ар-брют стать серьезным веянием в искусстве. Во многих городах мира уже открылись музеи, где выставлены работы известных скульпторов, художников, работавших в данной технике. В середине прошлого века в искусстве появился новый термин – ар-брют. Первым его употребил французский художник и коллекционер предметов искусства Жан Дюбюффе. Именно этими словами он описал единый стиль его собрания художественных и скульптурных работ, необработанное или грубое искусство. Ведь главная общая черта, объединившая все элементы его коллекции, они были созданы непрофессиональными художниками. Особый шарм коллекции Дюбюффе добавляет и то, что все непризнанные мастера кисти и холста были признанными обществом маргиналами, инвалидами, сумасшедшими, социофобами, тюремными заключенными и прочими личностями, от которых общество всеми силами старается изолироваться. Но именно их социальное положение позволяет этим людям творить настоящее грубое искусство, смотреть на мир по-особенному живо, не заключая себя в рамки общественных стандартов. Стиль ар-брют свободен от каких-либо стандартов или веяний в культуре, он представляет собой естественный спонтанный порыв художника. Именно поэтому его часто называют необработанным искусством, потому он не проходит временной, культурной, модной обработки. Никаких стандартов красоты, художник в самом деле пишет картины, а скульптор ваяет так, как они видят этот мир. Именно по причинам, перечисленным выше, стиль ар-брют часто называют искусством аутсайдеров. Сегодня ар-брют прочно занял свою нишу среди многих стилей и направлений, которые существуют уже далеко не первое столетие. Но его относительная молодость и некоторая наивность не помешала ар-брют стать серьезным веянием в искусстве. Во многих городах мира уже открылись музеи, где выставлены работы известных скульпторов, художников, работавших в данной технике. Барокко – стиль, появившийся как вызов строгому классицизму и рационализму. Изначально слово итальянского происхождения означает причудливый, склонный к излишествам. И это отражено в барокко как нельзя лучше: роскошь, богатство орнаментов, все на грани перенасыщения. Золото и камни, богатейшая лепнина, насыщенность цвета, броские и динамичные композиции – вот основные черты барокко в искусстве. Художники в своих работах создавали удивительный союз реальности и самых буйных фантазий, природы и сверхъестественного мира, выполняя это в самых ярких красках. Гобелены, балдахины, колонны со скульптурами, позолота, драгоценное дерево. Итальянские дома эпохи барокко выглядело как настоящие дворцы. Архитектурные формы гнулись под тяжестью роскоши, выпавшей на их долю, здания были сложны по конструкции и отделке, что только подчеркивало стиль излишеств. И в литературе барокко нашло свое место. В трудах писателей того времени реальность переплеталась с вымышленными мирами, а метаморфозы граничили с безумием. Реальность с ее строгостью и прямым взглядом на вещи воспринималась исключительно сатирически, через призму иллюзии и сна.
И, конечно же, не обошло стороной новое веяние моду, особенно наряды знати и королевских особ. Костюмы стали намного сложнее, вычурнее, юбки платьев пышнее, а украшения ярче и больше. Буйство красок, безумные объемы платьев, рукавов и панталон. Вот что правило бал при королевском дворе короля солнца, которое как раз выпало на эпоху барокко. Обилие золотых деталей, таких как пряжки, подвески и броши, добавляли образу лоск и роскошь. Еще одним способом украсить свой наряд и довести его шикарность до уровня легкого безумия – всевозможные складки и оборки. Банты покрывали наряды от подола юбки и до воротников мужских камзолов. Жабо – один из ярчайших элементов, пришедших в моду именно благодаря эпохе барокко. Сегодня барокко считается одним из самых выдающихся стилей эпохи Возрождения. Кроме архитектуры, живописи, моды и даже музыки, барокко проник и в сугубо современное искусство, искусство татуировки. В принципе, узнать его можно все по тем же характерным чертам: роскошь на грани излишества, богатство узоров и сложнейших орнаментов. Оригинальным подходом к татуировке в стиле барокко можно отнести имитацию кружев на шее или на запястье. Такой орнамент смотрится особенно привлекательно в силу своей реалистичности. Словно дама эпохи Возрождения сошла с картины в современный мир, и только кружевная деталь ее туалета напоминает о ее происхождении. Кроме абстрактных узоров, можно выбрать татуировку в виде бабочки, птицы, причудливого цветка, и все это выполнено в сложнейшей технике переплетения разнообразных орнаментов, растительных и оригинальных узоров. Олени, павлины, розы и лилии. На самом деле выбор рисунка ограничивается только фантазией мастера, потому любой, даже самый простой эскиз птички можно превратить в настоящее произведение искусства, наполнив его богатством форм и орнаментов барокко. Стиль барокко для татуировки – это смелый выбор, который обеспечит своего обладателя повышенным вниманием к своей утонченной персоне. Тату в стиле биомеханика появились в 80-х годах прошлого века в США, но особенно популярны стали в начале 2000-х годов, символизируя новую эру в развитии человечества, когда жизнь стала невозможной без роботов, техники, электроники и навороченных гаджетов. Подтекст татуировок данного стиля – это огромный потенциал человека, его безграничные возможности, подкрепленные прогрессом. Многие татуировки в стиле биомеханика прямо или опосредованно копируют работы швейцарского художника Ганса Рудольфа Гигера, представителя фантастического реализма. Если вам кажется, что вы не знакомы с творчеством этого художника, то вы наверняка заблуждаетесь. Он участвовал в качестве дизайнера в съемках фильма «Чужой», ставшего культовым. Гигер придумал в фильме жуткий облик фантастических пришельцев. Самые популярные эскизы татуировок в стиле биомеханика выглядят так: сквозь разорванную человеческую плоть проглядывают двигательные части какого-нибудь механизма или сложной механической конструкции. Механические элементы выглядят максимально реалистично. Досконально изображены все элементы: поршни, пружины, шестеренки, гайки, провода и так далее. Если просматривать фото, на которых изображены татуировки в стиле биомеханика, то можно проследить эволюцию этого стиля. Поначалу такие тату изображались монохромными, в черном цвете с оттенками серого. Сейчас манера изображения биомеханических тату изменилась. Работы стали более сложными, объемными, с прорисовкой малейших деталей, часто выполняются в цвете, с резкими переходами тонов и полутонов. Еще одна деталь современных тату в стиле биомеханика. Разорванная плоть стала прорисовываться более детально. Видны сухожилия, мышцы, обломки костей, которые комбинируются с механическими деталями. Чаще всего татуировки в стиле биомеханика делаются на руке, а именно на плече. Такой вариант тату приобретает выразительность за счет естественного анатомического рельефа бицепсов. Тату на предплечье чаще всего делают с внутренней стороны, продолжающимися от кисти руки до локтевого сустава. Тату приобретают динамичность за счет того, что руки человека находятся в движении. Также татуировка в стиле биомеханика выигрышно смотрится на ноге. И вот тут есть различия по гендерному признаку. Девушки чаще всего биомеханические тату делают на бедре, а мужчины наносят тату на голень.
Представители сильной половины человечества чаще всего выбирают более брутальный вариант биомеханики. Больше механизмов, точнее прорисовываются мышцы. Стильно смотрится тату-биомеханика на груди, в области сердца, изображающие сердечную мышцу человека, работающую за счет механизмов. Еще один вариант – сердце, опоясанное металлическими лентами и закрытое на замок. Такое тату может символизировать некогда разбитое сердце, ныне закрытое на замок от всех мирских страстей. Татуировки в стиле биомеханика наиболее популярны в европейской культуре, и в то же время они одинаково трактуются на всех континентах. Это свидетельство единения человека и прогресса техники. Blackwork – один из самых популярных стилей для татуировок. Само название означает, что в эскизе присутствуют большие пятна черного цвета, тон или полутон, и сводятся к нулю остальные цвета. Иногда бывают вкрапления красных или белых элементов. Такие татуировки не имеют принадлежности к полу, идеально подходят как для мужчин, так и для женщин. Иногда это просто красивое изображение, а иногда целая история на теле, комикс, тайный знак для ее обладателя. Интернет пестрит фоторабот разных мастеров в этом стиле. На многих сайтах, посвященных татуировке, вы найдете целые разделы с работами в стиле Blackwork. Для нанесения рисунка выбирают самые разные места – на руке, ноге, шее. Все зависит от эскиза, который вы выберете, и вашего желания. Тату в стиле Blackwork часто используют для перекрытия дефектов кожи. Это один из самых удобных рисунков для переделки старых татуировок, закрытия шрамов. Благодаря большим темным участкам в работе и графичности линий, такой эскиз лучше всего скроет рубцы. Фактически любой рисунок может быть стилизован и обработан в этом стиле. Если рисунок не очень сложный, вы можете сделать это самостоятельно. При более сложных и творческих видах работы лучше сделать эскиз на заказ. Татуировка – новый способ самовыражения. Это искусство современности, отклик эпохи. Почему бы и вам не попробовать окунуться в этот яркий мир рисунка на теле и живописи? Blackwork не обязательно грубый, стилизованный эскиз. Он вполне может иметь объем и теневые партии. Зачастую их решают не с помощью теней, а с помощью точечной работы. Для точного представления, конечно же, лучше просмотреть фоторабот. По сложности и цене работы могут быть совершенно разными. Все зависит от тонкости работы и количества затрачиваемого материала. Blackwork с легкостью можно отнести к одним из самых востребованных стилей. В нем легко можно сочетать анималистические рисунки, мандалы, надписи, геометрию и даже минимализм. Классический пример такой работы – черный квадрат. Многие сейчас наносят себе просто геометрические фигуры, залитые черной краской. Некоторые классические рисунки Blackwork перекликаются мотивами с полинезийским стилем. Они схожи за счет своей тематики и техники. Такие работы занимают довольно много времени из-за своей сложной геометрической структуры. Поэтому сразу рассчитывайте время, чтобы не торопить мастера. Есть много специалистов, которые концентрируют свою работу именно в этой области. Достаточно поискать в интернете, и вы найдете немало подобных. Новым прогрессирующим течением в области тату можно назвать геометрические татуировки, ведь эскизы татуировок в стиле геометрии выглядят довольно впечатляюще. Чтобы создать шедевр, нужно подключить лишь фантазию и вспомнить уроки геометрии. В татуировках в стиле геометрии можно много экспериментировать, играть линиями и фигурами. Подобные эскизы делаются несложно, но выглядят очень современно и стильно. При этом нужно учесть, что для создания на теле татуировок в стиле геометрии нужно найти действительно хорошего мастера, так как одно неверное движение татуировщика может нарушить целостность рисунка. Ведь только настоящие профессионалы смогут не только четко, без искажения передать картинку, но и переплести это с сюжетом. Такую работу неспроста называют филигранной. Переплетение линий в определенной пропорции, собирающихся в единое целое, основа всех эскизов геометрических тату. Столь большая популярность подобных татуировок можно объяснить тем, что подобные рисунки с древности и до наших дней несут сакральный личный характер.
Большинство рисунков несет особый таинственный смысл. К примеру, простой треугольник может привносить в рисунок несколько смыслов: брак, огонь, пламя, обеспеченность, число 3, физическое равновесие. Большинство мастеров татуировки сможет переделать обычный эскиз цветка или животного в геометрический рисунок на теле. Эффектность подобных работ очень высокая и всегда привлекает внимание. Следующие фигуры относятся к геометрическим символам: линии, прямые, ломанные, изогнутые и другие. И тело, конус, шар, куб и ДР, которые на теле изображаются в двухмерном пространстве. Чаще используются линии в любых проявлениях, так как из них более подробно можно воссоздать какой-либо узор. Очень распространенной является линия под названием меандр. Татуировка в стиле геометрия является достойным элементом самовыражения человека, ярким и красивым. Такой вид тату принято делать в открытых для взора местах: руки, плечи, шея, спина, ноги. Местоположение татуировки также будет зависеть от ее размера. Гравюра – вид искусства, в котором изображение является оттиском рисунка, выгравированного на дереве, металле и других материалах. Первые гравюры стали появляться давно, еще в 6-7 веках. Сначала они были очень простыми и примитивными. Со временем искусство гравюры развивалось и совершенствовалось. На них стали изображать пейзажи, библейские мотивы, животных, цветы, иллюстрации к книгам. Сейчас же гравюра – это довольно сложная техника, требующая мастерства. Татуировка в этом стиле сохраняет все характерные для гравюры особенности. Гравюра, как правило, однотонная. Чаще всего она выполнена в черном цвете, но встречаются и сочетания цветов. То же самое характерно и для татуировки в таком стиле. Обязательным условием являются четкие и тонкие линии, аккуратная штриховка. Татуировка имитирует отпечатанный рисунок. Здесь нет размытых контуров или крупных цветных деталей. Такие татуировки традиционно изображают средневековые мотивы. Это могут быть фантастические животные, растения, скелеты, мифологические существа, рыцари, корабли. Однако это не значит, что стоит себя ограничивать в выборе. Любой рисунок можно выполнить в стиле гравюра. Неплохо смотрится, например, изображение различных оптических иллюзий. Гравюра – одна из наиболее стильных техник татуировки. Она сочетается с любым стилем в одежде и не создает ощущения вычурности и излишества. Татуировка в стиле гравюра подойдет тем, кто хочет простоты и вместе с тем изящества линий. Она выгодно подчеркнет любой ваш образ. Если вы решили сделать себе такую татуировку, стоит уделить особое внимание поиску хорошего мастера. Гравюра требует совершенного владения техникой рисунка, иначе вместо ожидаемого результата вы рискуете получить неаккуратную татуировку, которая со временем станет выглядеть еще хуже. Чтобы выбрать подходящего мастера, нужно оценить его работы и эскизы в данной технике. Хороший мастер – это прежде всего хороший художник. Поэтому не стоит торопиться с выбором, ведь татуировка – это то, что останется с вами на всю жизнь. Датворк – это особый стиль и техника нанесения татуировок, получившая свое название от английского слова dotwork, что в дословном переводе означает «точечная работа». Таким образом, несложно догадаться, что тату в стиле dotwork состоит из множества точек, нанесенных с определенным интервалом, из которых и складывается невероятный и оригинальный нательный рисунок. Датворк уходит своими корнями во времена глубокой древности. Африканские пещерные рисунки, датированные 6-7 тысячелетием до нашей эры, тому подтверждение. Они изображают людей, кожа которых украшена орнаментом из точек. Считается также, что стиль датворк вдохновлен неоимпрессионистским направлением живописи конца XIX века, пуантилизмом, основанным на нанесении рисунка на холст точечными мазками. Популяризации датворка в наше время поспособствовал английский тату-мастер Ксет Лейхет. В 90-х годах XX века он первым начал набивать тату из черно-белых точек в виде геометрических фигур, и вскоре его шедевры обрели мировую известность. Глядя на фото его работ, нельзя не восхититься удивительным танцем точек, из которых формируется не просто рисунок, но целая картина.
Датворк сильно отличается от остальных стилей татуировок и имеет определенные опознавательные признаки, главными из которых являются абстрактность рисунка и высокая контрастность, что позволяет рассмотреть тату даже с большого расстояния. Татуировки в этом стиле могут выполняться в различных цветовых гаммах, но основными все же принято считать красный и черный цвета. Используя лишь эти два контрастирующих друг с другом цвета, мастера-профессионалы способны добиться объема и насыщенности нательного рисунка, получая в итоге ошеломительный результат. Стиль датворк не имеет границ, с помощью него можно выполнить даже такую масштабную татуировку, как портрет, который будет смотреться гораздо эффектнее, чем в любом другом стиле. Несомненным преимуществом датворк-тату можно считать их абстрактность, благодаря чему они имеют более живой вид и не надоедают со временем. Однако выполнить рисунок в стиле датворк по силам только талантливым профессионалам. Работа в этой технике сложна и требует определенных навыков и умений. В России она только начинает осваиваться, хотя есть несколько мастеров, совершенствующихся в этом направлении. Для того, чтобы набивать такие тату, недостаточно просто иметь машинку, потребуется либо математический склад ума, либо дизайнерские задатки. Тату-мастерам, работающим в датворк стиле, приходится выстраивать элементы в векторной графике, просчитывая идеальную симметрию и тщательно продумывая композицию. Итогом их кропотливого труда становятся масштабные татуировки. Картины небольшого размера не создаются из точек практически никогда, поскольку это не имеет смысла. Идеально точки смотрятся лишь тогда, когда для них имеется достаточно простора, ведь при нанесении рисунка принимается в расчет расстояние между точками, которое, в зависимости от деталей рисунка, увеличивается либо уменьшается. Для выполнения датворк татуировки используются любые эскизы, но основными мотивами таких тату являются орнаменты на основе геометрических фигур, узоров и цветов, а также религиозных символов. Датворк хорошо сочетается со многими стилями, выступая отличным фоном для олдскула или трэш-польки. Стиль датворк как нельзя лучше подойдет для желающих выделиться действительно оригинальной нательной росписью. С такой татуировкой внимание окружающих будет обеспечено, ведь каждый рисунок, по сути, уникальный шедевр. В мире тату-искусства существует целое направление – этнические татуировки, кельтские, славянские, маори и, конечно же, индейские тату. Когда речь идет об индейских татуировках, то имеются в виду в первую очередь татуировки в стиле майя. Татуировки в стиле майя делать достаточно сложно, и речь идет вовсе не о вопросе исполнения, а о смысловой нагрузке тату. До современности дошли лишь некоторые образцы шрифта майя и изобразительного искусства этого народа. Как известно, большая часть культурного наследия была утрачена. Ученые-этнографы до сих пор ведут исследовательские работы в этой области. Индейцы майя были непревзойденными воинами, так что тату служили у них для обозначения воинских доблестей и ратных подвигов. Самые смелые войны были покрыты тату полностью. У майя было божество Акат, отвечавшее именно за роспись тела татуировками. Значение татуировок в стиле майя свидетельствует в первую очередь об интересе человека к этой древнейшей цивилизации, их богатой культуре. Говорить о том, что каждый, кто нанес тату в стиле майя, желает сообщить миру о своих воинских подвигах, было бы неверно. И в то же время достаточно агрессивная смысловая нагрузка таких тату понятна всем, и при этом не обязательно быть экспертом по индейским татуировкам. Часто путают татуировки в стиле майя и тату в стиле ацтеков. Их принципиальное различие. Ацтеки делали в основном татуировки религиозного значения, а майя – военного. Если познакомиться с портфолио известных тату-мастеров, выполняющих татуировки в стиле майя, то можно заметить, что многие эскизы изображают орла и пирамиды майя. Благодаря искусству кинематографа в стиле татуировок майя появился еще один узнаваемый образ – хрустальные черепа, один из артефактов древнейшей исчезнувшей цивилизации. Еще одна популярная тема эскизов тату – это шрифт майя. Шрифт выглядит как бесконечное множество тонких линий, так что от тату-мастера требуется особое мастерство при выполнении изображения шрифта. Фото татуировок майя узнаваемы, черные графичные линии,
множество мелких деталей в точной прорисовке. Достаточно часто изображаются тотемные животные. В большинстве изображений присутствует круг, татуировка либо округлой формы, либо круг есть внутри как один из элементов рисунка, например, орнамент расположен по кругу. Особое значение имеет круг или овал, это символ солнца. Также имеется второе значение – символ круговорота жизни. Достоинство татуировок в стиле майя – это причастность к древней культуре, изображение смотрится стильно и свидетельствует об интересе человека к этнике. Минимализм – одно из главных достижений искусств. Этот стиль не только не теряет своей популярности, но и набирает все новые и новые обороты, открывает для себя совершенно новые формы. Этот стиль создан для по-настоящему творческих людей, разбирающихся в искусстве. Сейчас в среде постмодернизма минимализм имеет место быть, становится модным и находит свое отражение и в таком виде современного искусства, как татуировка. Интернет-порталы сейчас переполняют эскизы. Любое изображение может быть легко сглажено до этого стиля и таким образом выглядеть совершенно по-другому, сохраняя свое первоначальное содержание. Этот стиль привлекает не своим разнообразием цветов или объемов, а в первую очередь именно идеей изображения, ее композицией, графикой, игрой линии. Таким образом, вы подчеркиваете красоту изображения, не отвлекая внимание от содержания. Это в какой-то мере классика, проявление тонкого вкуса. Татуировки в стиле минимализм сочетают в себе геометрию и монохромность. Такие татуировки можно смело добавить в категорию загадочных, как и настоящие творения художников-минималистов. Может показаться, что простые, естественные формы не могут нести в себе никакой особой смысловой нагрузки, но при этом для каждого они обретут особый смысл. Обычно спектр цветов у этих татуировок не особо богат. Выбирают темные тона. Часто ограничиваются 3-4 цветами. Один из самых распространенных вариантов – черно-белые эскизы. Такие рисунки могут быть на любой части тела и любого размера. Если вы выбрали тату в таком стиле, это совсем не означает, что она должна быть маленькой и незаметной. Иногда такие рисунки занимают большие участки тела, например, всю спину. Нельзя провести параллель и составить статистику, люди какого возраста или пола выбирают такие эскизы. Возможно, это по большей части подростки. Они сейчас больше разбираются во всевозможных течениях искусства, да и в целом чаще решают украсить свое тело рисунком. Такие эскизы идеально подходят как для женщин, так и для мужчин. Мастера, делающие тату в стиле минимализм: Бен Вольт, Лайонел Фейхе, Йен Блэк, Алексей Платунов и многие другие. Стиль New School зародился в 80-е годы 20 века и противопоставлен старой школе. Эпоха 20 века ознаменовалась обилием красочных, ярких сюжетов, мультяшной культурой, стремлением к чему-то вычурному, обескураживающему и вместе с тем смелому, бросающему вызов старым традициям. Все это характерно и для тату в стиле New School. Появление большого количества геймеров, почитателей комиксов и красочных мультперсонажей не могло остаться незамеченным, и в тату-салонах часто просили зарисовать любимого персонажа. Так появился стиль New School, граничащий с резким противопоставлением себя обществу, собственным взглядом на мир и тяготеющий к юмору, карикатурам и шаржам. Old School, зародившийся в XIX веке, не мог противопоставить ничего новому стилю и поэтому постепенно начал уходить в прошлое, хотя его основу составляли морские приключения, разбойники, свободная жизнь. Часто в качестве сюжета для тату выбирали кресты, мечи и пистолеты, сцены сражений и боя, морских красавиц, в том числе и русалок, черепа, капитанов, море и паруса, чаек и корабли. Для Old School был характерен поиск романтики, величественная красота, связанная с духом исканий, приключений, погони за сокровищами. Особенности тату в стиле New School. Использование ярких красок и подчас ядовитых кричащих цветов. Исполнение в технике граффити, когда изображение имеет контур, но границы его не обозначены, цвета часто смешиваются, контрастируя между собой. Преобладание персонажей комиксов и мультфильмов в качестве основного изображения.
Эскизы выглядят более объемными, что наряду с ядовитыми цветами привлекает особое внимание. Свобода для творчества. Можно рисовать все, что угодно в любом ключе. Главное, чтобы изображение было фантазийным и юмористичным. Никакого скучного реализма. Контур объектов может быть изломан или искажен, но контур всего рисунка должен читаться с дальних расстояний. В изображении могут оставаться незакрашенные места. Именно они несут дополнительную смысловую нагрузку. Кому подойдет? Татуировка отлично будет смотреться на любой части тела и подойдет как мужчине, так и женщине, начиная с подросткового возраста. Чаще ее выбирают геймеры и неравнодушные к мультяшному искусству люди. Такая тату сразу обозначит ваши вкусовые предпочтения и послужит ориентиром всем, кто пожелает завести с вами знакомство. Old School, старая школа – это традиционный стиль в татуировке. Зародился он в XIX веке. Ходят слухи, что первым набил себе такую татуировку некий моряк. Позже эта традиция распространилась среди других моряков. На своих татуировках они изображали все, что было связано с их жизнью. Моряки надолго уходили в плавание и делали татуировки как напоминание о тех, кто остался ждать их на земле. Это могли быть имена близких людей, их лица. Работа в море была тяжелой и опасной. Татуировки были своеобразной защитой от всевозможных бед. Среди моряков были распространены азартные игры, поэтому на их татуировках часто можно было увидеть карты, игральные кости, деньги. Сейчас олдскульные татуировки распространены среди самых разных людей, а мастеров, работающего в этом стиле, можно найти практически в любом тату-салоне. Татуировки в стиле Old School характеризуются яркими и насыщенными цветами, толстыми контурами. Для татуировок в таком стиле не характерны объемные изображения, они не отличаются реалистичностью изображаемых объектов. Правильность форм для них тоже не слишком важна. Для олдскула характерна морская тематика: русалки, корабли, дельфины, море, чайки, компас. Они отсылают нас к истокам этого стиля. Часто изображают девушек, розы, сердце. Такие татуировки символизируют любовь, отношения. Надписи на олдскульных татуировках – это цитаты или имена близких. Руки, сложенные в молитве, кресты, голуби – все это также используется в олдскул татуировках как некий амулет, способный защитить от зла. Кинжалы, ножи, черепа на татуировках напоминают о смерти и о ценности жизни. Пантеры символизируют опасность, жестокость, смелость. Часто изображаются пинап-девушки, девушки в образе дьявола, ведьмы. Также на татуировках в стиле Old School можно увидеть бритвы, звезды, молнии, огонь, игральные кости и многие другие рисунки. Однако не стоит уделять символике слишком много внимания. Если раньше в татуировки вкладывали скрытый смысл, то сейчас их делают просто как украшение. Вы можете придавать своей татуировке особое значение, воспринимать ее как напоминание о чем-то важном для вас, а можете просто набить понравившийся вам рисунок. Сейчас олдскульные татуировки бьют те, кому нравится этот незамысловатый и яркий стиль. Они напоминают о море, путешествиях в далекие страны и об опасных приключениях. Но несмотря на кажущуюся простоту, татуировки в стиле Old School также требуют хорошего владения техникой. Не стоит доверять их выполнение кому попало. Найдите хорошего мастера, способного сделать качественную татуировку. Татуировки в стиле Полинезия среди европейцев обрели популярность относительно недавно, в первой половине века. Конечно, в моду они вошли благодаря своему сложному, причудливому и необыкновенно красивому орнаменту, состоящему из спиралей, волн, зигзагов, геометрических фигур. Даже современные мировые знаменитости, например, Джон Дуэйн, прельстились такими татуировками. Но мало кто задумывается об их истинном первоначальном предназначении. В архаической полинезийской культуре татуировки служили не просто для украшения тела, но в них вкладывался глубокий сакральный смысл. С их помощью устанавливался контакт с запредельным верхним миром. Сам процесс нанесения тату был священным таинством, обрядом, проводить который мог только жрец. Каждый рисунок имел свое значение, оказывающее влияние на судьбу носителя.
Такое восприятие нательной живописи в полинезийской картине мира восходит к представлениям и ритуалам древнего племени Маори. Татуировка в Полинезии была своего рода визитной карточкой, или точнее, играла роль удостоверяющего личность документа. Она сообщала о том, какому роду, а заодно и племени, принадлежит человек, каким обладает социальным статусом, какие подвиги и достойные поступки в жизни совершил, чем прославился. Эскизы полинезийских татуировок, запечатленные на фото, напоминают древнюю художественную резьбу по дереву, не столько выполняющую эстетическую функцию, сколько наделенную большой сакральной нагруженностью. Дерево в первобытном, особенно тотемном сознании, также обожествлялось, одухотворялось, отождествлялось с человеческим телом. Тело человека в мифологических представлениях уподоблялось миру, Вселенной и в астральном понимании делилось на зоны пересечения различных энергетических потоков. Именно на эти участки и наносились рисунки, дабы, перекрыв влияние, например, негатива, привлечь в жизнь благо, откорректировать характер, изменить или улучшить судьбу, как бы переписав ею предначертанное. Результат впрямую зависел от изображения и связанной с ним символики. Черепаха в древнеполинезийском понимании олицетворяет защиту, непробиваемый энергетический панцирь, который не пропустит в жизнь никакие злые силы. Также она приносит здоровье, крепость семьи, долголетие. Солнце означает вечность, взаимосвязь и непрерывность жизни, как и смерти. Притягивает живительное тепло, счастье, добро, успех в задуманных предприятиях. Скат считается мощным оберегом. Ограждает от негатива. Дарит внутреннюю свободу, утонченность и привлекательность. Акула дает могущество, власть, силу воли и упорство. Охраняет от врагов и всяческого вреда. Ящерица, а заодно геккон, игуана, открывает высшее знание, дар ясновидения, усиливает сверхъестественные способности. И сегодня, в наш техногенный и цивилизованный век, татуировки на некоторых полинезийских островах не утратили своего сакрального значения и применяются для связи с высшими божествами. Портрет давно известен как жанр искусства. Он зарождался со времен античности, когда стали изображать вельмож фараонов, а далее князей и императоров. Сейчас портретное искусство переносится во все жанровые формы, например, дизайн интерьера, тату-салон, художественную литературу. Приходя в тату-салон с желанием получить портрет, человек решает сразу несколько задач. Получает изображение близкого человека, образ которого всегда будет рядом. Отличный способ выглядеть не как все, потому чаще выбирают словесные надписи или орнаменты в качестве наколок, какие-то брутальные изображения оружия, диких животных, чтобы показать силу своего характера. Портрет указывает на интересы, и собеседнику проще найти общий язык с вами. Если он видит героя известного романа или фильма, то может завязать разговор, не думая, с чего начать. Да и вы как бы указываете всем остальным, чем интересуетесь, чтобы они сразу решили, стоит общаться с вами или нет. Портреты рисуются в разных техниках: импрессионизм, реализм, ретро, карикатура и другие. Благодаря этому вы не встретите два одинаковых изображения диких животных, которых также любят выбирать для тату. Очень важно, чтобы тату получилось как можно схожей с фотографией. Поэтому татуировщику нужно найти подход к клиенту, вложить в работу свою энергетику и не забыть о чувствах посетителя. В этом случае тату получается особенно запоминающийся. В портрете можно изобразить верхнюю часть туловища или голову, а можно показать человека или животное во весь рост. Чтобы портрет выглядел более реалистично, по желанию клиента его изображают на фоне природы или интерьера. Настоящий профессионал не забывает о роли движений и жестов. Их детальная передача послужит сигналом к тому, чтобы посетить салон еще раз. Татуировки в стиле портрет могут быть выполнены в классическом варианте. Это значит с четкой прорисовкой каждой детали по оригиналу фото. А могут быть современными, отображающими каждый этап жизни в виде коллажа. Портрет – это благодатный жанр для работы, так что если вы хотите поэкспериментировать с формой, цветом, вдохнуть в изображение больше красок, вымысла и деталей, можно совместить разные стили, например, трафарет и портрет.
Такие татуировки смотрятся особенно оригинально как на девушках, так и на мужчинах. Татуировки в стиле реализм появились в XIX веке. Говорят, что начало этому стилю положил некий профессор, занимавшийся их изучением. Он собрал коллекцию из копий татуировок, изображавших известных личностей, таких как Бисмарк, Наполеон и других. Этот стиль один из самых сложных. Работа над такой татуировкой занимает много времени, несколько сеансов. А это значит, что и обойдется она достаточно дорого. Татуировка в стиле реализм требует от мастера высокого профессионализма. Этот стиль требует точной передачи изображения. Мастер должен хорошо владеть техникой рисунка, чтобы придать изображению глубину и реалистичность. Нанести рисунок на неровную поверхность кожи гораздо сложнее, чем на холст или на бумагу. К тому же такие татуировки достаточно крупные. Поэтому обычно их наносят на грудь, плечо или на спину. В стиле реализм очень часто выполняют портреты близких людей, знаменитостей, кумиров, персонажей фильмов или игр. Для портрета особенно важно, чтобы он был похож на человека, изображенного на нем, так как ошибки и недостатки в этом стиле более всего заметны. Небольшие неточности и сходство с оригиналом уже весьма сомнительно. Если же попадется совсем плохой мастер, то ошибка может стать практически непоправимой. Часто в технике реализм изображают пейзажи, космос, подводный мир. Некоторые делают татуировки с самыми разными животными и растениями. Особенной популярностью в этом смысле пользуются коты, лошади, стрекозы, пауки и совы. Хозяева домашних питомцев иногда хотят сделать татуировку с его изображением. А иногда в качестве татуировки наносят целые репродукции известных картин. Но, пожалуй, самым сложным направлением в реализме являются 3D-татуировки. Специальные техники позволяют мастеру сделать рисунок трехмерным. Такие татуировки выглядят особенно реалистично. Интересный эффект создается, если смотреть на трехмерные татуировки с насекомыми. Глядя на фотографии, иногда сложно понять, рисунок это или настоящий жук. Ценность таких татуировок заключается в их уникальности. Крайне тяжело сделать две абсолютно одинаковые реалистичные татуировки. Да и сама реалистичность придает им особую эстетику. Трэш-полька – это то направление в тату-искусстве, которое лучше один раз увидеть, чем 100 раз о нем услышать. Татуировки, выполненные в стиле трэш-полька, настоящие произведения постмодернизма. Несмотря на то, что стиль возник больше 40 лет назад, трэш-татуировки стали популярными лишь в последние годы. Эксперты признают, это отдельное направление в тату-искусстве, которое вобрало в себя черты разных стилей. В пользу того, что трэш-тату – это современное искусство, свидетельствуют несколько аргументов. Во-первых, невероятно сложно встретить две одинаковых татуировки, каждая уникальна. Даже если случится невероятно и встретятся два обладателя идентичных тату, вопрос можно решить, обратившись к тату-мастеру. Татуировки в стиле трэш-полька можно дополнять актуальными и свежими образами. Во-вторых, концептуальность изображений. Эскизы с татуировками в этом стиле в портфолио знаменитых мастеров, путеводитель по миру современной поп-культуры, оскаленный череп Микки Мауса, Мадонна с каннабисом, поп-идол с провалившимися глазницами и так далее, череда узнаваемых образов, доведенных до абсурда. Татуировки трэш-полька – это гламур, наоборот, вызов современному обществу потребления. Трэш с английского переводится как мусор, полька – это веселый танец. Слияние двух разных понятий дает концептуальный стиль. Рисунки наслаиваются один на другой, что дает эффект многоплановости. Каждый, кто возьмет труд рассматривать и объяснять смысловую нагрузку такой тату, увидит в ней свое значение и даст свою трактовку. Сочетается несочетаемое, и тут уместно вспомнить литературный прием под названием оксюморон. В-третьих, сформировались четкие каноны этого направления в тату. Татуировка, прежде всего графическое искусство, в стиле трэш-полька используются два основных цвета – кричащий красный и яркий черный. В полотне тату превалирует черный, а красный – это акцент, способ привлечь внимание и подчеркнуть детали. Стиль трэш-полька эволюционирует,
поэтому появились комбинации черного с насыщенным синим цветом. Основоположниками этого направления в искусстве стала чета немецких художников Волка Мершки и Симон Феф, которые вдохновились татуировками натовских солдат в 1973 году. Они создавали коллажи из газетных и журнальных вырезок, старых фото, дополняя их графическими рисунками тушью. Эта техника развивалась, и теперь приемом пользуются художники и тату-мастера во всем мире, создавая оригинальные коллажи. Татуировки в стиле трэш-полька – это детище европейской культуры, весьма экзотичное для представителей иных социумов. Татуировка в данном стиле смотрится необычно, колоритно, вызывающе. Она не может не привлекать к себе внимание. Четких канонов, на какую часть тела наносить трэш-тату, нет, все зависит от фантазии заказчика и мастерства татуировщика. Как правило, такие тату делают масштабными, занимающими большую часть площади человека. Татуировки в стиле трэш-полька – выбор бунтарей, неформальных лидеров и ярких индивидуалистов, которые не боятся бросать вызов обществу. Сюрреалистические картинки не просто игры разума. Это сложные, парадоксальные, иногда забавные, иногда философски окантованные предметы творчества. Если для человека подобные арт-объекты притягательны, наверняка сюрреализм станет основной идеей его татуировки, если уж он задумал ее сделать. В чем отличие татуировки в стиле сюрреализма от, так скажем, обычной тату? Отличий много, и они принципиальны. Прямая противоположность примитивизму. Простой пример. Пантера – обычная тату, пантера, из когтей которой растут розы, а на шее зверушки красуется подвеска с силуэтом человека, тату в сюрреалистическом стиле. Сложность. Обычно это довольно сложные в исполнении татуировки, они не похожи на обычные стилизованные зарисовочки, которые выполнит и новичок. Поэтому тату в стиле сюр – дело рук профи с хорошим художественным вкусом. Важность деталей. Идею изображения играет взаимосвязь мелочей. Посему, если мастер тату решил чуть отклониться от эскиза и что-то там не доделать, вся арт-идея может с треском провалиться. А теперь самое время чуть забраться в дебри сюрреализма, чтобы понять было легче, на ваш ли вкус сие направление. В основе этого течения мысль о том, что сфера человеческого подсознания, если не основа основ, то огромная и недооцененная часть самого человека. Истинный сюрреалист именно из подсознания, снов, грез, измененных состояний сознания, черпает свое творческое вдохновение. Хотя само направление имело немало ответвлений. Одни представители течения так играли с формами и образами, что уходили прямиком в абстракцию. Другие же, как пресловутый Дали, показывали иллюзорную точность и реального образа. Если объяснять проще, наш мозг не так подлинно отражает действительность. Образ обрастает нашими мыслями, страхами, аналогиями, воспоминаниями. И простой себе предмет в отраженном виде выглядит, мягко скажем, иначе. А братья-сюрреалисты не прочь показать всему миру эти самые игры нашего сознания и подсознания. Татуировки в стиле сюрреализм в большей степени присущи людям смелым, сложным, не идущим в строю. Чаще всего такие тату предпочитают молодые философы, поэты, художники, представители богемы. И это, в данном случае, не самое плохое средство самовыражения. Срисовать их, повторить рисунок животного с причудливыми узорами вокруг. Европейцы мало понимали роль тату в стиле трайбл. Ведь матросов она защищала от шторма, смертельной опасности, встречи с дикими животными, то есть в нее вкладывался сакральный смысл. Мало-помалу рисунки на теле стали входить в повседневный обиход, а после эмансипации стали распространены и женские тату. Особая символика, которая защищает от опасности, злых сил и колдовских чар, нередко добавляя сил и уверенности обладателю. Преобладание анималистических сюжетов, причем каждое животное обозначает что-то свое. Например, медведь символизирует удачу, орел – могущество, тигр – власть. Цветы черепа, оружие почти не выступают в качестве сюжетов. Эскизы часто напоминают абстрактный рисунок, который не несет конкретного смысла. Наличие конкретного события, которому татуировка посвящается. Раньше тату посвящали совершеннолетию,
вступлению человека в брак, первой удачной охоты, победы в военных действиях. Сейчас вы сами можете придумать, чему вы посвятите свое тату. Подходит для нанесения на любую часть тела. Наиболее распространены татуировки на руке и на плече, скорее всего в связи с их доступностью. В этих местах они более заметны и привлекают внимание окружающих. Если вы ставите себе такую задачу, то с татуировкой Tribal обязательно ее выполните. Собеседник часами будет рассматривать причудливые узоры, которые не могут оставить его равнодушным. Красивый и вместе с тем оригинальный внешний вид. Возможность скрыть недостатки фигуры, например, подчеркнуть мышцы или талию, тем самым отвлечь взгляд от менее привлекательных форм. Удачное сочетание с другими стилями тату, например, портретом или трафаретом. Возможность выбора однотонное окрашивание или добавление цвета. Классический вариант – черно-белые тона, где черный выступает основным цветом. Выбирая Tribal, вы получаете не просто красивую картинку, но и смысловой подтекст. Стиль проверен временем. Им до сих пор пользуются племена Африки, Австралии и Америки, все, кто остался верен традициям. С этим стилем вы будете выглядеть поистине оригинально и загадочно, а представленные ниже фото помогут в этом убедиться. Трафарет – специальное приспособление, которое дает возможность перевести изображение на любую поверхность. С древнейших времен ведущие художники, мастера и умельцы пользуются трафаретом, чтобы украсить готовые изделия. В результате получается полноцветное изображение букета цветов, архитектурных орнаментов, фруктово-ягодных композиций, которыми легко декорировать стены, вазы, глиняные горшки, медную утварь и так далее. Такую технику используют и для создания эскизов для будущей татуировки. Искусство трафарета развивалось с течением времени, и в прошлом в качестве трафарета использовали обычный лист бумаги, который прорезали при помощи острых ножичков, формируя какой-нибудь узор. Затем трафарет прикладывали к металлической, деревянной или глиняной поверхности и каждую прорезь оформляли красками. Когда рисунок был готов, трафарет убирали, а на поверхности оставался узор. Такой техникой перевода рисунка пользуются и сейчас, например, при отделке стен, при написании граффити, при обучении детей в школе и садике письму. Особенности эскиза для татуировки. Трафарет делает картинку правильной с ровными прямыми углами, идентичными узорами, линиями одинаковой ширины и длины. Таким образом, трафарет лишает художника права на ошибку и облегчает работу. С трафаретом становятся возможны любые рисунки и орнаменты, даже если художник не обладает силой в определенном стиле. Трафарет позволяет перенести сложные орнаменты на любую часть тела. Время работы с трафаретом сокращается, так как художник работает по готовым шаблонам. Для изготовления трафарета не нужно затрачивать много сил, можно использовать пленку или бумагу. Существуют также более плотные трафареты из пластика, но ими часто пользуются дизайнеры. Для татуировки в стиле трафарет характерны одноцветные и многоцветные композиции. Черно-белое изображение по-прежнему в моде, поэтому это самый классический вариант татуировки. Многоцветные композиции выбирают те, кто относит себя к панк-стилю, стилю хиппи. Используя трафарет, художник часто смешивает техники, дописывая некоторые детали самостоятельно, тем самым как бы завершая рисунок, индивидуализируя его, делая работу не похожей на все остальные. Так что не беспокойтесь о том, что вы можете заметить клона, гуляющего по улицам города в такой же татуировке, как ваша. Часто такие эскизы создают в различных графических программах, например, Photoshop, добавляя различные детали и создавая причудливые композиции из различных объектов. Эскиз переводится на тело традиционным способом с помощью специальной переводной бумаги. Татуировка выполняется также традиционными инструментами тату-мастера. Чикана – один из самых известных стилей в искусстве татуировки. И, несмотря на свою относительную молодость, чикана появился и получил широкое распространение только в середине прошлого столетия. Этот стиль является одним из самых популярных и легко узнаваемых. Прослеживается у этого стиля и своя собственная история. Само слово чикана не имеет точного перевода. Одно из главных предположений –
это искаженная форма слова «мексикану», которым обозначались американские мексиканцы. Изначально татуировки чикано были отличительной особенностью латиноамериканских банд и вместе со своими обладателями перекочевали в тюремные застенки. Долгое время чикано оставались привилегией преступных слоев населения, но спустя годы перешагнули этот порог, и сегодня татуировка в стиле чикано вовсе не сообщает о своем обладателе ничего дурного. Но в то же время чикано были не только символом принадлежности к той или иной уличной банде. В этих татуировках таился и более глубокое значение, тщетность бытия и высшая справедливость, которые рано или поздно приходит каждый из нас. Поэтому чикано часто связывали с популярным сюжетом «Пляска смерти», изображавшим смерть, ведущую за собой разных людей. Это добавляет тату в стиле чикано некий по-особенному таинственный, даже зловещий смысл. Несмотря на то, что чикано сегодня свободны от предрассудков, как и говорилось выше, некие характерные черты этот стиль все же сохранил. В частности, эскизы обычно включают в себя в основном черный цвет и градиенты серого. Никакие особенно яркие цвета при рисунке в технике чикано не используются. Хотя сегодня в татуировке, выполненной в стиле чикано, можно встретить красный или некоторые другие цвета, буйство красок вы не увидите, это будут лишь лаконичные и ненавязчиво расставленные акценты. Более того, характерны для чикано и некоторые определенные сюжеты, связанные с тематикой веры, денег и богатства, преступных атрибутов, таких как оружие, карты, игральные кости и девушек, часто с национальными узорами на лице. Причем сегодня наиболее популярным рисунком являются именно последние. Оружие, карты и деньги чаще всего были связаны с группировкой, которой принадлежал обладатель чикано, поэтому сегодня рисунки на эту тематику какой-то особенной популярностью не пользуются. Кардинально противоположная ситуация сложилась с рисунками девушек. Они сегодня являются практически визитной карточкой чикано. Чаще всего девушки изображаются с национальными узорами, стилизованными под череп, что делает их особенно узнаваемыми и устрашающе красивыми. Обычно этих мрачных красавиц называют Санта-Муэрте, что переводится не иначе, как «святая смерть». Именно по Санта-Муэрте сегодня все узнают стиль чикано, это самый известный рисунок, наверное, потому он сразу приковывает к себе внимание и остается в памяти. Не менее популярна тематика религии. Очень часто в татуировках чикано можно встретить образы Святой Марии или Иисуса Христа. Ведь чикано зародился в беднейших районах, где религия была одним из способов выжить в суровой действительности и не потерять веру в завтрашний день. Хотя иногда религиозные образы преподносятся тоже в довольно мрачных тонах, все же тяжелая жизнь мексиканцев, среди которых зародилось данное направление татуировок, наложила свой отпечаток на общую картину чикано. Также в чикано очень популярны надписи. Сегодня этим уже никого не удивишь, но татуировки в виде важных дат, имен и высказываний зародились именно среди латиноамериканцев, которые делали себе татуировки чикано, будучи в заключении. Эти надписи, выполненные в виде татуировки, поддерживали людей в трудные моменты их жизни, напоминая им о важных жизненных принципах и законах, от которых не следует отступать. Определенных рисунков, характерных для чикано, нет. Есть лишь техника исполнения и основные течения и сюжеты. Посмотрев разнообразные фото татуировок, вы сможете создать свою собственную, оригинальную и в то же время отражающую стиль чикано именно таким, как он зародился в Латинской Америке более полувека назад.